Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Владимир Клещин. В данном видеоуроке мы рассмотрим работу со стандартными потоками ввода-вывода. Ввод-вывод данных на языке C++ осуществляется либо с помощью функции ввода-вывода в стиле C, либо с использованием библиотеки классов C++. Преимущество объектов C++ в том, что они легче в использовании, поэтому предлагаю рассмотреть именно их. Описание объектов для управления вводом-вывода содержится в заголовочном файле IOStream. При подключении этого файла с помощью директивы include IOStream в программе автоматически создаются виртуальные каналы связи SYN для ввода с клавиатуры и cout для вывода на экран, а также операции помещения в поток и чтения из потока. С помощью объекта SYN и операции чтения из потока можно присвоить значение любой переменной. Например, если переменная x описана как целочисленная, то есть integer, то команда SYN_x означает, что в переменную x будет записано некое целое число, введенное с клавиатуры. Если необходимо ввести несколько переменных, то следует написать SYN_x, y и z. Объект cout и операция помещения в поток позволяют вывести на экран значение переменной или текст. Запись cout_x означает вывод на экран значения переменной x, а запись cout_вывод означает вывод на экран текст, заключенный в двойные кавычки. Рассмотрим следующий пример. Подсчитайте сумму двух целых чисел и выведите результат на экран. Обозначим три переменные x, y и z типом integer. В переменные x и y запишем некое целое число, введенное с клавиатуры. В переменную z запишем формулу для расчета суммы. Выводим на экран текст, заключенный в кавычки, а после и сам результат. Ну что, компилируем, проверяем. Так, 23 плюс 45 получается. Ответ 68. Ответ верный. Двигаемся дальше. Функции gets и puts позволяют считать и выводить строки на консоль. Для использования этих функций нам также понадобится заголовочный файл IOStream. Рассмотрим пример. Введем строку вручную и выведем ее на экран. Для этого нам нужно создать массив символов типа char, дать ему название s и указать его границу. Функция gets читает строку символов, введенных с клавиатуры, и помещает их по адресу, указанному в аргументе. После этого мы можем спокойно вывести эту строку через функцию puts, которая выводит передаваемый ей аргумент на экран, завершая вывод переходом на новую строку. Если при вводе были допущены ошибки, то они могут быть исправлены нажатием клавиши Backspace. Ну что, проверяем, компилируем. Так, вводим строку S. Так, вводим строку S, так и запишем. Enter. Ниже вывелась та же самая строка. Программа работает. Следуем далее. Заголовочный файл ввода-вывода IOManip реализует инструменты для работы с форматированием ввода-вывода. Используется при форматировании целых и точных значений чисел с плавающей запятой. Рассмотрим некоторые манипуляторы. Первый манипулятор, о котором я расскажу, это setPrecision. setPrecision устанавливает число знаков после запятой. n это и есть число знаков после запятой. А вот /n переводит курсор на следующую строку. Рассмотрим сразу же пример. Дана переменная f типа double со следующим значением 3,14159. В ответ у нас выведется значение f с 5 знаками после запятой
и с 9 знаками после запятой. Второй манипулятор – это setf. Setf указывает ширину поля, используемую для вывода переменной. N – число знаков, которые будут использоваться в качестве ширины поля. В результате на экран выведется число 1000 с шириной поля в 8 символов. И последний манипулятор – это setBase. setBase устанавливает формат вывода чисел системы счисления двоичный, восьмеричный и 16-ричный. N, как вы уже догадались, это и есть система счисления. В результате число 110 перевели в 16-ричную систему счисления. Думаю, теперь стоит проверить. Давайте скомпилируем. Как вы видите, результаты верны, что подтверждает работоспособность кода. Имеются проблемы, связанные с функциями gets и puts, о которых следует знать. Используя gets, можно перейти границы массива, с которыми она вызывалась. Это возможно, поскольку не существует способа указать gets, где находится граница массива. Это, естественно, вызывает проблемы и часто может привести к краху системы. Функция puts не может выводить числа или выполнять преобразование форматов. Вызов функции puts требует гораздо меньше процессорного времени на реализацию, поскольку выводит только строку символов. На этом наш видеоурок окончен. Надеюсь, вам все было понятно. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. Пока!